Всем привет, на канале Александр М. Брест. Сегодня у нас в гостях Bosch GVS 850CE. Судя по всему, с межвитковым замыканием ротора. Для начала, как всегда, открутим заднюю крышку. Открутили заднюю крышечку и можем снимать наши щеточки. Стоят они у нас на мамках, вот в таких шахтах. После того, как щеточки сняты, можно откручивать корпус редуктора от корпуса электрики. Теперь давайте вынимать наш ротор. Да, действительно, ротору кранты. После этого я, естественно, решил проверить статор. Посмотрел внутрь и ужаснулся. Статор у нас здесь в буквальном смысле почернел. Жесть. Давайте наш статор снимем. Значит, для того, чтобы его снять, обязательно снимаем все контактики, которыми он подключен к блоку электроники, к щеткодержателям. Короче, разъединяем. После того, как все провода отключены, выпрямляйте их вот так. Это мы делаем для того, чтобы статор проводом не цеплялся ни за что, когда мы будем его вынимать. То есть вот все провода торчат вот так вот вперед и ни за что не цепляются. После того, как эти приготовления выполнены, берем наш корпус, в котором стоит статор, берем деревянную колотушку и начинаем аккуратненько лупить по корпусу деревянной колотушкой. Статор вывалится сам. Выходит, видите? Вот наш статор и выйдет. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Вообще, капец статору, реально. Здесь вот отлично видны провода, почерневшие. После видео будут фотографии, можете рассмотреть все поближе. То бишь, такой статор ставить обратно на болгарку вообще никакого смысла я не вижу. Статор выняли, теперь давайте освободим наш ротор. Откручиваем гайку. И снимаем шестеренку с платформой. Затем снимаем резинку и все, в принципе, наша сгоревшая электрика вся снята. Ее можно отложить в сторону. Теперь давайте раскрутим наш корпус редуктора. Ну и, естественно, посмотрим на смазку и на шестеренки. Открутили и вскрываем. Обе шестеренки, подшипник во фланце и втулка, которая стоит в корпусе редуктора, в идеальном состоянии. Единственное, что можно, скажем, поменять, это смазку. Теперь чистим все детали и будем смотреть, что конкретно в этой болгарке под замену. Под замену, естественно, ротор, нижний подшипник ротора и верхний подшипник ротора. Помимо этого поменяю щетки. Хоть старые еще и нормальные, у меня есть правило. Новый ротор, новые щетки. Ну и помимо всего вышеперечисленного, естественно, будем менять статор. Запчасточки все почистили и начнем сборку, пожалуй, со статора. Значит, берем наш статор, выпрямляем все провода. Вот примерно так, чтобы они немножко даже в стороны смотрели. И берем наш корпус электрики. Затем начинаем этими проводками прицеливаться в те отверстия, в которых они должны стоять. Вот так. То есть всеми попал. Раз, два, три и 4. После того, как мы попали всеми проводами, выщелкнем на всякий случай нашу регуляцию оборотов. Я это делаю для того, чтобы нечаянно не вмазать по регуляции колотушкой, когда буду ставить статор. Ну и после этого берем наш корпус в руку и аккуратненько по корпусу лупим деревянной колотушечкой. Не забываем при этом чуть-чуть поправлять наши провода. Все, статор сам в буквальном смысле влез в корпус. После этого берем
нашу плату регуляции. Ставим на место. Ну и будем подключать провода. Проводки, которые покороче, подключаем к щеткодержателям. Первый и второй. Те, что подлиннее, один подключаем к регулятору оборотов, а второй подключаем вот сюда к кондерчику. Теперь нам эти провода необходимо завести по-культурному. Вот примерно как у вас должно все получиться. То есть никакие провода нигде не торчат. Здесь достаточно пазов для всех проводов, даже лишние остаются. Теперь займемся ротором. Значит, нижний подшипник я уже поставил. Подшипник фирмы NMB 607. Сверху буду ставить подшипник фирмы SKF 608. Берем нашу платформочку. Берем подшипник с резинкой. Одеваем резиночку. Ставим платформу. Поправляем резиночку по кругу, чтобы она стала между пластиковой платформой и внешней обоймой подшипничка. Вот так вот. Затем берем наш ротор. Вставляем платформу с подшипником на него. После этого ставим пластиночку. Накрываем шестереночкой. Ну и естественно шестереночку эту прикручиваем на гаечку. Не забываем гаечку эту поджать. Без фанатизма. После этого берем наш корпус электрики и вставляем воздухозаборничек. Затем берем наш ротор, ставим на нижний подшипничек резиночку. Она у нас здесь с кромочкой. Я, как всегда, накладываю чутка лубрикантику на резиночку, чтобы при установке она не стала наперекос. И после этого будем устанавливать ротор в корпус электрики. Прицелились и поставили. Ну и, естественно, после этого проверьте, как крутится. Должно крутиться хорошо. Теперь берем корпус редуктора и ставим на корпус электрики. После этого можно прикручивать два корпуса. После этого можно ставить щеточки. Поставили щеточку, накинули пружинку и поправили. Затем устанавливаем мамку вот на эту папку. То же самое со второй. Еще раз убедились, что нигде никакие проводочки не торчат и ничему не мешают. Одеваем наш корпус задний и прикручиваем. Ну и осталось нам мазюкнуть редуктор смазочкой, поставить регулировочную пластину и поставить фланец с большой шестереночкой. Как всегда, повторюсь, перед тем, как что-либо закручивать, обязательно убедитесь, что все крутится, что зуб не попал на зуб. И только после этого можно уже все это дело прикручивать. Ну вот мы наш чудо техники и дособирали, поэтому давайте проверять. Значит, первым делом поставил на шестерочку. Как новая. Вот так просто меняется ротор и статор в такой болгарочке. Ну а я надеюсь, что видео было полезным, поэтому подписываемся на мой канал, делимся этим видео, ну и хватит.